So should we start with a question or shall I share something and then we have questions? Как мы начнем с вопроса сразу же или сначала мне чем-то поделиться, а потом вопросы? Может быть, по Карма Йоге продолжим, поскольку у меня тоже есть вопрос по Карма Йоге. Masha has a question regarding Karma Yoga. Yes, please. So we can start with that. Доктор сказал, что если работа санкционирована божественным, то идет все гладко, это признак его сам. Я тоже об этом хотел спросить. Да, а не бывает ли так, что враждебные силы вмешиваются и пытаются препятствовать? И не является ли наоборот, как говорила мать, что чем, если вы имеете трудности, то вы идете туда? То есть вот как это расценить? Dr. Alok, you said that if a work is sanctioned by the divine, then it is done mostly effortlessly and like easily maybe, but I get the question. Maybe we have to confront in our life that in Mother's words also we saw that Mother once said that if you have difficulties, then it is the sign that you are on the right path, and maybe is it not possible that hostile forces can interfere and create all kind of... I see the question. I anticipated it, so when I was speaking about it, Да, я ожидал этот вопрос, и когда я говорил об этом, I took care not to mention that the outer work will become very smooth. Я специально не говорил о том, что внешняя работа будет очень гладкой. What I mentioned was that the capacities and the powers and the knowledge necessary for the work will come. Я что точно сказал, это что все необходимые способности и по-английски capacities, возможности, в общем, будут даны для этого. Да. Главное, что способность осуществлять эту работу будет дана. But since the divine work is not just confined to one individual, но божественная работа не сводится к одному человеку, к одному индивиду, but holds within itself the entire world in a nutshell. Но объединяет, заключает в себе весь этот мир, как что-то такое единое, небольшое, заключенное, объятое, несомое божественным в его работе. And there are many forces and many beings who come into the play. И существует много сил, много существ, которые вступают в эту игру. Therefore, there is no guarantee that the work will be easy from an external point of view. Поэтому нет гарантии, что эта работа, санкционированная божественным, будет легкой с внешней точки зрения. It may bring out tremendous challenges. Она может проявить, могут возникнуть огромные вызовы In its execution. В ее осуществлении. But for each challenge, но для каждого вызова, whether from the hostile forces or sometimes even from spiritual forces, иногда эти вызовы могут приходить от враждебных сил, а иногда они могут приходить даже от каких-то духовных сил. If the work is a sanction from the divine, если работа санкционирована божественным, and if we are sincere in its execution, если мы искренни в ее исполнении, then we will also be given the knowledge and the capacity, тогда нам также будет дано и знание, и способность to overcome these challenges. Чтобы преодолевать эти вызовы, эти трудности. Also, it is important to remember that a work may be sanctioned by the divine. Также важно помнить, что работа какая-то может быть санкционирована божественным. And we may be quite right in knowing that this is the work to be done. И мы можем быть вполне правы, когда знаем, что именно эту работу необходимо сделать.
And all goes well in the beginning. И вначале все идет хорошо. But as we say, yoga is done in real time. Но, как мы говорим, йога осуществляется в реальном времени. So one has to not only be fundamentally sincere, but keep growing in sincerity as one goes deeper and deeper into the work. Но поэтому нам нужно быть не только фундаментально искренними, но становиться все более и более искренними по мере того, как мы идем глубже и глубже в эту работу. Many things can happen in the way. На пути может произойти много всего. The ego can wear many masks. Эго может надевать разные личины. And one of the most dangerous masks is that I am an instrument of the divine. И одна из самых опасных масок эго – это когда оно заявляет, что я – это инструмент божественного. This work has been given to me by the mother herself. Эта работа была дана мне самой матерью. And therefore I cannot be wrong. И поэтому я не могу ошибаться, я не могу быть неправым. There can be nothing more foolish than this. Не может быть ничего более глупого, чем это. As long as the ego is there, Пока эго в нас присутствует, we can always be wrong even when we are doing a work sanctioned by the mother and given to us. пока в нас остается эго, мы всегда можем быть неправы, можем ошибаться, даже если работа, которую мы делаем, действительно санкционирована матерью. In fact, if it is a work given by the mother herself, we have to be doubly, triply, 10 times more careful and conscious. На самом деле, если эта работа действительно дана нам матерью, то мы должны быть в 2 раза, в 3 раза, во много раз более осознанны, более внимательны, осторожны. Because as you rightly say, Потому что, как ты правильно говоришь, many forces will come in not only to obstruct it, много сил могут вмешиваться в эту работу не только чтобы ей помешать, but worse still, to distort it. но что еще хуже, чтобы извратить ее, исказить. They will give it a little twist. Они внесут совсем небольшое искажение. A little twist here and a little twist there. Небольшое искажение здесь, небольшое искажение там. And it is enough to spoil the work. И этого достаточно, чтобы испортить всю работу. You know how when we make to take an example, when we make a stew, vegetables. Стю это что? Vegetable, let's, Когда мы, например, готовим тушеные овощи. let's say the mother gives us this task. Make this nice vegetable. Например, мать, предположим, дает нам такую задачу. Сделайте, хорошо приготовьте вот эти овощи. And we take it up. И мы за это беремся. Then the knowledge to make the vegetable and the capacity to do it will come to us. It's given along with that. И тогда знание, как осуществить эту работу и способность ее осуществить придет к нам, она будет дана нам вместе с этой задачей, они нам будут даны вместе с этой задачей. Even if we have never made it even a single time. Даже если мы никогда ни одного раза еще не готовили эти овощи. And yet, if she has given us this work, we will intuitively know the right movements and the right gesture. Все же, если она дает нам эту работу, то мы будем интуитивно знать правильное движение, как и что сделать. But then many things may happen on the way. Но в процессе работы может произойти много чего. For example, the mind may start its monkey drama. Например, ум может начать свою обезьянью драму. For example, it may say, I made such a nice vegetable, nobody appreciated it. Например, можно сказать, я приготовил такие замечательные овощи, и никто этого не отметил. Oh, people don't know. Mother has chosen me for making vegetables. Но люди не знают, что мать избрала меня, чтобы приготовить эти овощи. I am the chosen one. Я избранный. And then, of course, forces may come and disrupt it. И тогда, конечно, силы могут вмешаться и испортить эту работу. So we have to be very careful and conscious. Что нужно быть очень осторожными, очень осознанными, внимательными. So I am glad you brought this out, because while speaking, I was conscious that
it may be misunderstood this way, and so very carefully I had avoided that outwardly it will become easy. Это хорошо, что вы подняли этот вопрос, потому что, когда я говорила, я предвидел, что вот это возможно, и очень осторожно, специально формулировал. Inwardly, definitely, we will have the knowledge and the capacity. Но внутренне определенно у нас будет знание, как исполнять эту работу и способность ее исполнять. That is what I meant. Вот что я имел в виду. Теперь я надеюсь, что более ясно. But it is true that simply encountering outer difficulties is not a sign that the work is not given by the divine. Но это правда, что если просто говорить, что присутствуют внешние трудности, это еще не значит, что эта работа не была дана божественной. In general, it is a good practice. В общем и целом, если сказать, то это хорошая практика. That if we take up a work, we don't leave it halfway. Если мы взялись за какое-то дело, за какую-то работу, то никогда не бросать ее на полпути. Simply because we are encountering outer difficulties. Просто на том основании, что мы столкнулись с внешними трудностями в ее исполнении. We should take it towards its logical conclusion. Нужно довести ее до логического завершения. See, so many difficulties came while building Golkund. Например, когда строили Галконду, вы знаете, может быть, сколько огромных трудностей при этом возникло. And how every time the difficulty came, people would refer it to the mother and Auробиндо. И как каждый раз, когда какая-то новая трудность возникала, люди, строившие Галконду, сообщали об этом Шри Ауробиндо и матери. And sometimes the difficulty would turn into an opportunity. И бывало, что при этом трудность вдруг превращалась в новую возможность. Once when they were laying the rooftop, what is it called, lantern in India, rooftop, when they were laying, когда, например, происходил процесс, когда делали верх крыши, so they have to do it in one go. They cannot do it in bits and parts. это, как происходит бетонирование, оно должно сделано быть в едином процессе, нельзя делать его постепенно, там, через какие-то And when they перерывы. started it, the clouds came up in the horizon, dark clouds, threatening to rain. И когда эта работа была начата, на горизонте вдруг появились очень мрачные тучи, и появилась реальная угроза, что пойдет. So those who were involved with Golkund, they went and informed everything to the mother. Появилась реальная возможность, что пойдет дождь, сильный дождь, и люди, которые занимались этим строительством, сразу же отправились к матери и сообщили ей об этом. And the mother's way was very simple. She would just go to Auробиндо and simply tell him. А мать поступала очень просто, она просто шла к Шри Ауробиндо и сообщала ему. So she told him about the looming clouds and the Golkund roof. И она пришла и рассказала о вот этих нависших тучах и о том, что идет строительство верха крыши Галконды. And as is Auробindo's ways, he said nothing but simply looked out of the window and looked at the clouds for some time. Как, опять же, обычно для Шри Ауробиндо, он ничего не сказал, просто подошел к окну и какое-то время смотрел на эти тучи, сгущавшиеся. And it didn't rain while they were putting the roof. И в результате, пока они продолжали сооружать крышу, дождь так и не пошел. But as we all know that after you have done it, you need to put water. Но, как мы все знаем, после того, как это бетонирование завершено, нужно обильно
смочить его водой. So soon after, it rained. И вскоре после того, как работы были завершены, пошел сильный дождь. So even the forces that had come to obstruct the work И таким образом даже те силы, которые явились, чтобы помешать, испортить эту работу, became helpers on the way. стали помощниками в ее осуществлении. So when we meet these forces on the path of works, Поэтому, когда мы встречаемся с этими силами на пути действий, we should not start engaging with them in a fight and challenge. не нужно вовлекаться в какую-то борьбу с ними, бросать им вызовы, But simply use it as one more occasion to turn to the divine но просто использовать их как еще одну возможность еще and раз say, обратиться к Lord, here it Божественному is. и посмотреть, сказать Божественному: посмотри, вот такова ситуация. And then let him do what he wills. И позволить ему делать то, что он изволит совершить. In fact, it is a bit dangerous to too much think about these forces which obstruct. They get a power from our thought. На самом деле это даже опасно слишком много думать об этих силах, придавать им значение, потому что когда мы так о них думаем, это придает им дополнительную силу. So the mother gave some simple ways when we meet the adversary in the course of a life. И поэтому мать дает некоторые простые способы, когда мы встречаем этого врага на пути нашей жизни. One way is look beyond the adversary. А один способ – это посмотреть за пределы этого врага. Don't give him too much importance. Не придавать ему слишком большого значения, а смотреть как бы сквозь него. The other is, he says, smile at his face. Еще один способ, как мать говорит: улыбнитесь ему в лицо. It disarms the adversary. Это разоружает врага. He comes to fill us with fear and anxieties. Он является, чтобы наполнить нас страхами и опасениями. And when he sees that there is no response within us, Когда он видит, что в нас нет отклика, and when he sees that we can still smile with the confidence of the divine, и когда он видит, что мы по-прежнему даже в этой ситуации можем улыбаться, будучи уверенными в Божественном, then he takes to his heels with tail between his legs. тогда он показывает, только пятки сверкают, улетает, улепетывает, зажав хвост между ногами. And there is a third way. И есть еще третий путь. And the mother says simply to laugh with the Lord. Как мать говорит, просто смейтесь с Господом. She says this wonderful, this sun of divine laughter. Она говорит, это просто чудесно, это солнце божественного смеха. And this comes when we know the relative importance of any work. И это приходит, когда мы познаем, начинаем осознавать, насколько относительна важность, в принципе, любой работы. Because we sometimes feel that earthly work, terrestrial work, it holds a great importance in our eyes. Потому что вот эта работа на земле, все эти земная деятельность, это в наших глазах имеет очень большое значение, большую важность. But the mother reminds us to look at the enormity of the creation. Но мать напоминает нам, чтобы мы вспомнили о огромности этого творения, всего творения в целом. And then we will be a little less serious. И тогда мы будем несколько менее серьезными. Mother advises us, Мать нам советует. and here we meet with another paradox. И здесь мы встречаемся с еще одним парадоксом. The difference between being sincere and being serious. Разница в том, между тем, чтобы быть искренним и быть серьезным. She says, my child, the divine never takes his work seriously. Она говорит, дитя мое,
Божественный никогда не принимает свою работу всерьез. That's why he never despairs. Вот почему он никогда не впадает в отчаяние. Look at the history of creation. Посмотрите на историю творения. 6 times it has been dissolved. 6 раз оно было развеяно, But the divine has not given up. но Божественный не отказался. He starts going about again, Он начинает в 7-й раз, as if nothing has happened. как будто ничего не произошло. But we give up at the first possible challenge. Мы же сдаемся при первом возможном вызове, при первой трудности. So was that a question or I was just speaking about? Это был вопрос или я просто так рассказывал? Okay. It is a permanent question of our existence. Это неприходящий вопрос нашего It's a существования. wonderful passage. Laugh with the Lord. Прекрасная фраза. And Смейтесь then с she says Господом. all these ideas of remorse, of guilt and burdened consciousness. И все эти представления о возмездии, о вине, все это обремененное сознание. And then she says a little drop of the divine laughter Она говорит, что и всего лишь капельки божественного смеха dissolves all this. достаточно, она растворяет все это. We feel ourselves too responsible for everything. Мы чувствуем, что мы слишком ответственны за все. Yes, we have to do the work given to us Да, нам нужно делать работу, которая нам дана, with as much sincerity as we can. со всей возможной для нас искренностью. But at the end of the day, we must never forget Но в итоге мы никогда не должны забывать, that he who has given the work что тот, кто дал нам эту работу, knows very well how to get it done. очень хорошо знает, как осуществить ее и как достичь того, чтобы она была сделана. The responsibility is entirely his. И ответственность в итоге полностью лежит только на нем за исполнение этой работы. If we become very anxious, Если мы начинаем слишком много беспокоиться, слишком озаботимся этой работой, or afraid of failure because it is a work given by the divine, или мы начинаем бояться, что потерпим неудачу, ведь эта работа была дана нам самим Божественным, then we don't do well. тогда мы поступаем не так, как нужно поступать. What if the divine intended the failure? А может быть, Божественное и хотело, чтобы эта работа потерпела неудачу. Auробиндо reminds us, Ауробиндо нам напоминает, what if failure suits the divine better? что иногда неудача, поражение гораздо лучше подходит или The divine is not bound to для our- божественной работы в данный момент. The divine is not bound to our human notions of success and failure. Божественное не ограничено нашими представлениями о успехе и неудаче. Бывает, что неудача способствует достижению божественных целей. Sometimes failure accelerates the work and helps it to be Бывает, accomplished in a much better way eventually. что неудача лишь ускоряет работу и способствует тому, что эта работа будет гораздо лучше в итоге осуществлена. Just like each pralaya Так же, как каждая пралая, уничтожение этого мира. is a temporary failure, Это временное поражение, but неудача, prepares for a greater perfection. но она подготавливает более великое совершенство. Also, there are different steps and stages of the work. И также есть различные шаги в осуществлении работы, различные стадии в этой работе. Let's take the case of a tree. Например, дерево. Some people conceive of a tree and buy a plot of land. Некоторые люди думают о том, чтобы вырастить дерево, покупают какой-то участочек земли With the idea that one day a tree will be planted here. с такой идеей, что однажды здесь будет посажено дерево какое-то.
And then years and decades pass and nothing happens. И затем проходят годы, десятилетия, и ничего не происходит. Then one day someone comes and catches this idea. И в один прекрасный день кто-то приходит и улавливает эту идею, And tills the подхватывает soil. и вспахивает землю. But it doesn't have the seeds, cannot think of what should grow. Но у него нет семян, и он не может понять, что здесь именно нужно вырастить. And grows something which is other than what was intended. И, может быть, выращивает не то, что было задумано для этого участка земли изначально. And that other plant or shrub grows up and dies. И какое-то другое растение вырастает, или какой-то кустарник, может быть, на этой земле, и потом погибает. Is it a waste? И это напрасный расход. It only enriches the soil. Нет, совсем нет, потому что это только обогащает еще больше эту почву. We know about crop rotation, no? That's how it is done. That you grow one crop to enrich the soil and then next year you grow another crop. Это как, вот это знаете, практика смены выращивания разных культур. Что один год мы выращиваем одну культуру, и потом на следующий год другую, это обогащает почву. So after some time somebody passes by the place and drops some seeds in that soil which has now become fertile. И теперь вот еще через какое-то время, если вернуться к нашему примеру, еще кто-то проходит мимо этого участка земли и, наконец, зароняет в него какие-то нужные семена, а почва теперь уже богатая и плодоносная. And then one day someone passes by and sees a little plant coming up and waters it. А потом в другой день еще кто-то проходит и видит, что маленький росток появился, и он его поливает. And then much later someone enjoys the fruit and the flowers. А потом уже гораздо позже еще кто-то наслаждается уже цветением и плодами. See such physical, beautiful trees all around. Смотрите, вот здесь в физическом пространстве так много прекрасных деревьев вокруг. We don't know who planted them. Мы Do не we знаем, know? кто их посадил. By the way, maybe I am wrong. We planted today some. I like it. Yeah, that's what I'm saying. But many things we see, no? We don't know who planted them. Some of these trees have grown over, God knows, decades. Здесь столько деревьев, и мы не знаем, кто их сажал. Некоторым деревьям много десятилетий. Now imagine if the man who planted them said, I will plant only if I enjoy the fruits. И теперь представьте, что человек, который их сажал, сказал бы, что я буду их сажать только если я буду наслаждаться их плодами. They would have never come up. То их бы никогда не было. So sometimes even when we individually do not get the result, поэтому иногда, даже если индивидуально мы не можем получить результат, обрести этот результат, still we have the joy of participating in the divine work. все же у нас есть радость от участия в осуществлении божественной работы. There is a very beautiful sonnet of Aurobindo, Divine Worker. Есть прекрасный сонет Ауробиндо, божественный работник. He says there, failure is cradled on thy deathless arms. Он говорит примерно так, что неудача теперь убаюкана в твоих бессмертных объятиях. Success is thy passage seen through mirror's glass, seen through destiny's glass. И в зеркале фортуны теперь отражается только твой успех. So we just do what he has bidden us to do. И нам только нужно то, что он поручил нам делать. And leave the rest in God's safe hands. И все остальное оставить в надежных руках Господа. Then we have delight. И тогда у нас остается радость. You know, we were speaking of the Karma Yoga. Знаете, мы говорим о карма-йоге. There is a very nice essay of Aurobindo, Есть небольшой очерк, очень замечательный. The Delight of Works.
называется «Радость работы», which will tell us that the sign that we are moving on the path of Karma Yoga truly и там он говорит, что знак или признак того, что мы продвигаемся по пути карма-йоги, истинный знак. it is not about success or failure outwardly. Он состоит совсем не в том, получается у нас или не получается внешний, ждет нас успех, имеем ли мы успех или имеем неудачу во внешней работе. It is not about the path becoming easy or difficult outwardly. И также этот признак состоит не в том, что outwardly, because I use the word path. So I'm not meaning path as inner path, but our work becoming difficult or easy. Опять же, не признак легко осуществляется эта работа или с трудом, трудно, в трудностях. The sign that we are moving on the right track истинный знак того, что мы движемся по правильному пути, is a growth in the peace and delight of being. Это то, что в нас возрастает внутренний мир и радость бытия. It's a growth in the divine wisdom and knowledge. Что в нас возрастает, или мы растем в божественной мудрости и знании. Growth in love for the divine. Мы растем в любви к божественному. So Auробиндо in this essay, The Delight of Works, it's just one page. Это небольшой очерк всего на страницу. Там Ауробиндо говорит об этом. He gives the example of the sword. Example of what? Sword. Он дает, в пример приводит меч. So he says the sword is a joy in being with the master. Говорит, что меч обладает радостью, когда он со своим господином. It's lying there, just by the side of the master, unused. Когда он просто лежит у него в ножнах, без дела. And then he says, and the sword is a joy in the hiss of the battle. И также меч имеет радость, когда он рассекает воздух в сражении. And then he says, and the sword has a joy in being broken and put aside. И меч имеет радость также, когда он ломается и его откладывают в сторону. And then he says, that equal joy discover. Вот эту равную радость во всем откройте, говорит он, постигните. Very powerful passage. Очень мощные слова. Мы хотели посоветоваться. Расскажи, что мы теперь решили на каждый день задаваться какой-то единой медитацией. Вот сегодня мы задались, была медитация, концентрация на открытие себя божественного. А я даже не знал. Да. И мы думаем, что остался закрытым. На медитации устремления. На 15? Да. Поскольку вот доктор говорил, что все качества взаимосвязаны, может быть, он нам посоветует, вот как от открытости нам перейти к устремлению. Вот я так понимаю, что благодарность он нам очень советует. They have this idea that every day they bring out one special quality or dedicate one day to like investigation or discovery of one special quality. Like today it was openness, and on the 15th of August they want to dedicate this day to aspiration. But you said that all the qualities are interconnected. Yes, I mean, the idea is very good and each one must follow one's own, Да, сама по себе идея хорошая, и каждый должен следовать своему внутреннему ощущению. For example, if you ask me 15th August what we should dedicate. Если, например, вы спросите меня, какому качеству чему мы должны посвятить 15 августа. I would say surrender, self-giving. Я бы сказал самоотдача. Because when the Lord is in front,
Потому что когда Господь there is перед nothing нами, more to do. больше ничего, нет ничего, что нужно было бы делать. But to give ourselves unconditionally and unreservedly. Только отдать себя Ему, отдаться Ему безусловно и без каких-либо, ничего не оставляя себе. Yeah, but for each one it would be different. Но для каждого будет что-то свое. Ну, как раз мы хотели задаться именно коллективной идеей, чтобы там, как бы проявить коллективное единство через это качество. But we wanted to bring out the idea of collective work with this quality. Yes, if you have this feeling inside, you should do that. Если вы чувствуете, что так нужно делать, то нужно так делать. Мы пока только экспериментируем. We don't feel like that, we are just experimenting. It's perfectly fine. Just playing with ideas. It's all right. Просто играем в идеи, да? First we play with ideas, Сначала мы играем в идеи, then we play with the Lord. затем мы играем с Господом. Может быть, Господь играет с нами через эти идеи. Чтобы увести ум от них в итоге. Because then we go beyond ideas and ideals. Потому что когда мы поднимаемся уже за пределы идей и And just rejoice in His presence. идеалов и просто наслаждаемся Его присутствием. If Mother and Shri Aurobindo are here as they are here, Если мать и Шри Ауробиндо здесь присутствуют так, как они присутствуют сейчас, and someone asked me that, what would you do? и кто-то меня спросил, что бы ты сделал при I этом, would say, what have I to do? They have to do. я бы сказал, что мне делать, это они должны теперь делать. There are some very interesting stories. Есть какие-то интересные истории. Nalida, we know, I think all of us have heard about him. Вы, наверное, все слышали о Налине, о очень выдающемся ученике Шри Ауробиндо и матери. So he was the first managing trustee of the ashram. Он был первый управляющий There were попечитель. no managing trustee. Тогда I'm не было sorry. One of the управляющего first попечителя, извините, trustees. просто попечитель ашрама. And when somebody asked him, oh, it's a big responsibility, how do you manage? И кто-то спросил, это такая огромная ответственность, как же ты справляешься? He said, what have I to manage? The mother does everything. What have I to А с manage? чем мне справляться, сказал он, мать делает все. So someone complained to the mother, he had 4 children. Кто-то пожаловался матери, у него было 4 детей. Someone complained to the mother that he doesn't take care of his children. И кто-то пожаловался, что он не заботится о своих You know, детях. there are people who like to complain and all the time they are full of observing defects of X or Y or Z. X or Y or Z. They enjoy this. Есть, Pastime. знаете, такие люди, которые постоянно заняты тем, что жалуются, и особенно любят рассматривать изъяны в различных окружающих. So mother called Nalnida and asked him, И мать позвала к себе на линии и спросила его. Nalini, is it true you are not taking care of your children, I am told? И она спросила, на линии это правда, что мне сказали, что ты не заботишься о своих детях? So he gave a reply, И он ответил. Mother, but you are there taking care of my children. Он сказал, мать, ты же здесь, ты заботишься о моих They are детях. your children. Ты же на это есть, они же твои дети. And mother was very happy to hear that. И мать очень была рада это услышать. So the sooner we get that right, the better it is. И чем раньше мы обретем вот это понимание, тем лучше. So we should do what comes naturally to us, spontaneously to us. It is not about this idea being right or this idea being wrong. It is the genuineness and the sincerity. That's what the Lord sees. Нужно делать то, что спонтанно приходит к нам и приносит нам радость. Не нужно думать, что вот эта идея правильная, это неправильная, а главное это искреннее стремление и искренность. So whatever we decide, искренность. dedicate it to aspiration, for example, Если or мы to решили something посвятить else. это стремлению или чему-то еще,
we should do it genuinely and as an offering to her. Нужно просто делать это искренне и как наше подношение ей. It is like some people used to carry something on their birthdays, somebody would carry something else. One type of flower, another type of flower. Это как на свой день рождения люди приносили кто-то один цветок, кто-то другой какой-то вид цветов. And the mother would accept. И что-то еще, и мать все принимала. And there is the story of a lady who had one faded flower also in her tray. И есть история известна об одной женщине, у которой был только один завядший цветок на ее дереве. And she felt very bad about it because she was going for a birthday, she was sitting on the staircase, now she can't throw away the flower also somewhere. И она чувствовала себя очень нехорошо, поэтому что вот у нее такой завядший цветок, и вот she can't throw away the flower. И она уже сидит на лестнице, вот в комнату Ауробиндо матери, ожидает приема и уже не может выбросить этот цветок. She is hesitating also to give it to mother because it's a faded flower. Но также не решается отдать его матери, потому что он уже завядший. Then an idea came to her head, surely inspired by the mother. И вдруг к ней приходит такая идея, которая точно была послана ей матерью. So she went to the mother. Она пришла к матери. Holding out that faded flower before the mother, she said, "Mother, this is like my being." И она показала матери этот цветок и сказала: мать, это как мое существо. And then she gave the other flowers, the beautiful ones, and said, и тогда мать дала ей другие цветы прекрасные. But this is how I want to be. Нет, она дала другие цветы матери и сказала: ну вот такой я хочу быть. And the mother accepted them. И мать приняла их. She was very happy. И была очень рада. And gave her a very blooming rose. И дала ей прекрасную расцветшую розу. So it is not what we do, but the state of consciousness to which the divine responds. То есть в действительности божественное откликается не на то, что мы делаем, а на то, с каким состоянием, что the attitude мы делаем, in which we do it. Отношением, какое отношение мы вкладываем в то, что делаем. There are many beautiful stories like that. Есть очень много историй прекрасных на эту тему. At some point of time, mother would not like if somebody brought artificial flowers. В какой-то момент времени матери не нравилось, если кто-то приносил искусственные цветы. But later on, when they were very beautiful artificial flowers, mother would appreciate them and keep them. Но позже, когда появились очень красиво сделанные искусственные цветы, то матери это понравилось, и она уже начала их сохранять у себя. So people were wondering which one mother likes. И люди задавались вопросом, какие же цветы мать все-таки любит. But she responds to the state of consciousness. Но она отвечала только к состоянию сознания, в котором это подносилось ей. Можно вопрос? Yes, please. Когда мы пытаемся практиковать карму-йогу, получается найти такое состояние внутреннее. When we try to practice Karma Yoga, then inwardly we can find such a state, где у нас нет желаний, оно такое спокойное, тихое место. It is a peaceful, quiet place inside where we don't have desires. И из этого места легко вот делать эту самоотдачу, работы, себя. From this place, it is easier to execute, to make self-offering, self-giving, and to fulfill the work. Ну вот такое состояние не всегда получается найти. But it is not always that one can reach this state inside.
когда не получается, что бы вы посоветовали? And when we fail to reach this state inside, what would you advise? What shall Yes, we do? it's very true. It's a Да, это очень that правильно. is how yoga proceeds. Именно так йога и происходит. So there are two things we should be careful about. Есть две вещи, по отношению к которым нам нужно быть внимательными, осторожными. The first is that our nature is inherently complex. Первое состоит в том, что от рождения наша природа сложна, очень сложна. There are parts which readily respond and we can easily go through them to reach that state of peace. Есть у нас части, которые легко отвечают, откликаются, и через них мы можем легко пройти в это состояние, в это пространство покоя. But there are other movements of nature which do not allow us easily to pass through them. Есть и другие движения природы, которые не позволяют нам с легкостью пройти через них. And we have to learn to distinguish between the two. И нам нужно учиться различать эти различные части в нас. For example, when people ask the mother about human love, Например, когда люди спрашивали мать о человеческой любви, she said it is possible to turn it towards the divine. мать сказала, что возможно обратить человеческую любовь к божественному. But when people indulged into vital and sexual relationships, Но когда люди потворствуют витальным сексуальным отношениям, then she would say it is better to cut off. тогда она говорила, что лучше оборвать эти So отношения. it's a very subtle discrimination. Это очень тонкое развлечение здесь нужно. We often confuse and mix up the two, А мы часто смешиваем два эти разные явления. even regard them as synonymous. И даже считаем, что это синонимы, и принимаем одно за другое. So because of this mixture, И из-за этого смешения the difficulty arises. появляется трудность. But with persistence and with grace, Но с настойчивостью и с помощью милости, most importantly, sincere looking at oneself, и особенно важно при искреннем саморассмотрении, исследовании себя. looking at the origin of our movements, Если мы искренне прослеживаем наши движения до их источника, so every time when we are pulled back and it's difficult to go through, we need to look carefully at the activity of nature, which is creating an obstacle. поэтому каждый раз, когда мы встречаемся с такой The camera went off at a very interesting point. Obstacle. You uttered the word obstacle. it's an opportunity for me to Yes. take a little exercise. Oh. Because I'm tired to sit. So we learn something about ourselves, and then we have to keep offering this part persistently. То есть каждый раз, когда мы встречаемся в себе с трудностью какой-то, нужно проследить это движение природы очень внимательно и постараться найти его очень искренне, найти его источник. Take for example, you have to, have a landscape out of a forest area in a jungle. Например, если в джунглях мы видим какой-то пейзаж, Landscape. So there are spots which are very easy. You just trim the tree a little bit and you can create a very beautiful space. есть места, которые очень легко преобразовать во что-то прекрасное из этих джунглей, там только немножко какие-то деревья нужно убрать, может быть, что-то подрезать, и будет красивый пейзаж. But there are spots which are very difficult. Но есть такие места, которые очень трудно преобразить.
But each little ground gained is helpful for the rest. Но даже если мы отвоевываем небольшое пространство у этих зарослей, Sometimes, то оно помогает в общей работе. sometimes the going is easy because a helpful part of our nature is with us. Иногда продвижение дается легко, потому что какая-то помогающая, откликающаяся часть природы с нами. And sometimes each inch is a battle. А иногда каждый дюйм продвижения это просто бой. The Vedic rishis use the word day and night. Ведические риши использовали слова день и ночь. There are times when it's all white day. Есть времена, когда царит белый день. Periods when it is so easy to connect with the sun. Периоды, когда так легко соединяться с солнцем. And then there are periods when it's only night. А бывают периоды, когда лишь ночь. But it has its own purpose. Но и у этих периодов есть своя цель. During sleep, at night, all the toxins are taken away out of the body and thrown out. Во время сна из тела забираются все токсины, выводятся все токсины. So also, during the moments of night of the soul, И таким же образом во время, когда наступает вот такая ночь души, в такие периоды, we confront our shadows, мы встречаем лицом к лицу наши тени, our fears, наши страхи, our hidden, unrecognized expectations, desires, наши скрытые, нераспознанные до этого ожидания, желания, which had carefully gone underground during the day. которые в течение дня осторожненько скрывались под покровом, And come up during this night of the soul. а в период этой ночи души они поднимаются. So it's a good opportunity to offer these shadows to the divine. Так что и это прекрасная возможность для того, чтобы преподнести их божественным. So that these two can be cleared. И то и другое нужно очистить. And one has to go on this way until there is peace, peace, peace on all levels. И нужно продолжать идти по этому пути, продвигаться по этому пути, пока будет мир, мир и мир на всех уровнях. And naturally it's a long and painstaking process. И, конечно, это процесс долгий и требующий больших усилий. And again, paradoxically, Еще один парадокс. it means we should not be too attached to any experience, however high and beautiful. Это означает, что нам не нужно привязываться ни к какому опыту, переживанию, сколь бы высоким и прекрасным он ни был. But should be willing to bear our own burden of cross. И мы должны быть готовы нести и свое бремя, свой крест, что называется. And our own share of the hard labor. И свою часть в тяжелой работе. And then we will discover something very interesting. И тогда мы открываем что-то очень интересное. That it is the divine who took us into that space where peace is so natural and easy. Это божественное, которое принесло нас в это место, где такой мир, умиротворение достигается так легко. And it is the divine who took us out of that space Но опять же, и это божественное, которое, оказывается, забрало нас из этого места, to do some work in another area чтобы осуществить какую-то работу уже в другой области, which was neglected. которая до этого оставалась не затронутой, не вовлеченной в работу. Savitri, it is described as the waxing and waning. В Савитри это описывается как возрастание и убывание Луны. Like the moon, waxing and waning. Вот And- такой удивительный образ, связанный с Луной. If we had Savitri, we could read those I lines. remember this passage. Yes, it's on page 34. I'll tell you the Very page. beautiful. Ah, Very beautiful. beautiful. See? Sunset, divine. At the right moment.
Is it sunset? What time is it? 9 p.m. 9 p.m. In this oscillation between Yes, earth and please heaven, read it. just I this Yes. coming But probably you divine- will need to read it from the previous page. He makes our fall a means to greater rise. There are many reasons why this Yes, happens. Only a while at first these heavenly states. There is the reason why we are pulled back from these beautiful states. down gravitation drags Yes, us down yes, to the slow-driven inertia of our base. yes. That's it. We have that. We had that iPad, no, I have it in the room. Oh, yesterday there was an iPad here. only a while at first. Yes, yes. So just few lines we can read, if you like. Only a while at first these heavenlier states, these large, white poised upliftings could endure. The high and luminous tension breaks to soon. The body's stone stillness and the life's hushed trance, the breathless might and calm of silent mind. Slowly they fail as sets a golden day. Про закат как раз, что эти состояния, они постепенно затухают, как закат золотого дня. Or slowly they fail as sets a golden day. The restless nether members tire of peace. See, everything Savitri contains. Савитри есть все. A nostalgia of old little works and joys. A need to call back small familiar selves. To tread the accustomed and inferior way. The need to rest in a natural pose of fall. As a child who learns to walk can walk not long, replace the tightened will forever to climb, or the heart's altar, on the heart's altar dim the sacred fire. Translate maybe. Shall I translate or afterwards? Yeah, you can translate, yeah. I mean, I don't remember all. Но я поэтически, наверное, сейчас не помню, или потом могу прочитать, я просто переведу прозаически. Недолги поначалу эти более небесные состояния, или только на время они приходят, эти великие, широко простирающиеся вознесения могут удерживаться лишь какое-то время поначалу. Высокое и светоносное напряжение слишком скоро пресекается. Это каменная недвижность тела и стихший транс жизни. Это бездыханная мощь и покой безмолвного ума. Или же медленно они угасают, как угасает золотой день, как происходит закат золотого дня. Беспокойные низшие члены устают от мира и покоя. Ностальгия по прежним мелким трудам и радостям, потребность призвать обратно мелкие знакомые «я», идти привычным нижним путем, более низким путем, нужда, потребность отдыхать в естественном состоянии падения, в естественном падшем состоянии, которое для нас естественно. Так как ребенок, который учится ходить, не может ходить долго, все это заменяет титаническую волю восходить непрерывно, вовеки. И
они гасят на алтаре сердца священный огонь. Or a dull gravitation pulls us down into the blind driven inertia of our base. You speak Russian, we'll translate into English. That's easier. But then you see something very beautiful, and that's what fills us is with hope. И там дальше, что вот эта темная гравитация тянет нас вниз вот к этой ведомой некой силой инертности нашей основы, к этой сумеречной инертности нашей основы. This too the supreme diplomat can use. Но и это Всевышний дипломат может использовать. He makes our fall a means for greater rise. Он даже наше падение превращает в средство для более великого восхождения, подъема. For into ignorant nature's gusty field, даже в эти призрачные поля низшей природы, невежественной природы. and now you will see humor in Savitri. И сейчас вы увидите этот юмор в Савитри. Into the half-ordered chaos of mortal life. В этот полуупорядоченный хаос смертной жизни. The formless power, Бесформенная сила. the self of eternal light, Я вечного света. follow in the shadow of the Spirit's descent. Следует в тени нисхождения Духа. He comes unseen into our darker parts. Он, Всевышний дипломат, нисходит невидимый в наши более темные части. And curtained by the darkness, does his work. И под завесой мрака совершает свою работу. The sun has set, but has he stopped working? Солнце закатилось, зашло, но прекратило ли оно совершать свою работу? He has to illumine other fields of nature. Сейчас она освещает, ему нужно осветить и другие поля природы. Why it is so? Because Почему же это так? Потому что else would the spirit reach alone its source. иначе дух в одиночестве достиг бы своего источника. So the solution that I am suggesting is from the point of view of the yoga of transformation. То решение, которое я предлагаю, оно исходит из точки зрения йоги трансформации. In the traditional yoga, the solution will be withdraw more and more into that space. Потому что с точки зрения традиционной йоги решением было бы все больше и больше отдаляться в это пространство. But here, the reason why it happens, но здесь причина, почему это происходит. Else would the spirit reach alone its source. Потому что иначе дух бы только в одиночку достиг своего источника, вернулся бы в свой источник. Leaving a half-saved world to its dubious fate. Оставив этот полуспасенный мир его сомнительной судьбе. Till at last the frustrate universe sank undone. Пока, наконец, в итоге этот потерпевший неудачу космос, эта вселенная погрузилась бы в распад. Even his godlike strength to rise must fall. И даже богоподобная сила к восхождению вот этого царя йогина, который описывается в Савитре, даже она должна на какое-то время пасть. Always the power poured back like sudden rain. Но каждый раз сила снова возвращалась, как внезапный дождь. Or slowly in his breast a presence grew. Или же медленно в его груди присутствие взрастало. Each time he rose, there was a larger poise. Каждый раз, когда он поднимался, он достигал более великого уравновесия, более широкого уровня. The light remained in him a longer space. И свет оставался в нем более длительное время.
I've skipped some lines. Некоторые строки я It's пропускаю. worth reading the whole thing later on. Почитайте потом, это достойно того, чтобы почитать весь этот фрагмент. Это страница 34 советует. In this oscillation between earth and heaven. В этом колебании между землей и небом. So what you have beautifully described is the oscillation, because a part of us belongs to earth and a part to the heavenly sphere from where we come. Он прекрасно описывает вот эти колебания, этот колебательный процесс йоги, поскольку часть у нас принадлежит этой земле, а часть принадлежит небесным сферам, откуда мы пришли. In this oscillation between earth and heaven, in this ineffable communion's climb, В том колебании между землей и небом, в том росте, в несказанном единении, there grew in him as grows a waxing moon, в нем, пребывая царственной луною, the glory of the integer of his soul. душа волшебно обретала цельность. And then there are beautiful lines. We will close with those lines. Very beautiful lines. И дальше идут просто прекрасные строки, мы завершим этими строками. A union of the real with the unique. Единство реального и уникального или единственно сущего. A gaze of the alone from every face. Взор единственно сущего из каждого лица. The presence of the eternal in the hours. Присутствие всевечного в часах, предвечного в часах. Widening the mortal mind's half look on things. Расширяя полувзгляд на вещи, присущие смертному уму. Bridging the gap between man's force and fate. Соединяя словно мостом силу человека and fate. И силу судьбы. Bridging the gap between man's force and fate. Перекидывая мост через вот этот разрыв, через бездну между силой человека и судьбой. Made whole the fragment being we are here. Сделала цельным вот это фрагментированное, разрозненное существо, которым мы являемся здесь, в этой жизни. So that's how the cup becomes full. Вот так чашка становится полной. As well as the moon. Yes. И луна тоже. So I think we'll stop here. Meet tomorrow. На этом мы завершим. I mean, I'm fine. I can sit till 2 o'clock, but Со мной все хорошо, я могу до 2 сидеть. so it's up to you. Как хотите. Or we can call it a day, whatever you wish. Now there is a new item in the program. Okay. On Okay.